История британского океанского лайнера «Аквитания». Корабль «Аквитания» был британским океанским лайнером компании Cunard Line, находившимся в эксплуатации с 1914 по 1950 год. Проект лайнера был создан на основе проекта Мавритании, однако «Аквитания» была больше, медленнее и роскошнее. Он считался одним из самых красивых из четырехтрубных пассажирских лайнеров. Британский океанский лайнер «Аквитания» – единственный пассажирский лайнер, принявший участие в обеих мировых войнах. Он служил в качестве госпитального судна и войскового транспорта. 21 апреля 1913 года был спущен на воду и наречен «Аквитанией». Cunard Line следовали традиции называть суда в честь римских провинций, и название «Аквитании» пошло от области юго-западной Франции. После спуска началась отделка. Работа велась приблизительно 13 месяцев, и 29 мая 1914 года «Аквитания» была введена в эксплуатацию. Совершил свой первый рейс из Ливерпуля в Нью-Йорк 30 мая 1914 года. При создании собратьев «Аквитании» конструкторы уделяли больше внимания быстроходности, нежели внутреннему убранству. «Аквитания» же строилась в первую очередь с роскошными интерьерами пассажирских зон. «Лузитания» и «Мавритания» были в состоянии пересечь Атлантику со средней скоростью приблизительно в 25-26 узлов, тогда как «Аквитания» имела ограниченную скорость в 23 узла. Однако для ее пассажиров скорость не имела значения. За исключением размера нового лайнера, это был крупнейший кунардер до Queen Mary. Самым захватывающим в нем были изумительные интерьеры. Гостиная в стиле Палладио с колоннами занимала 2 палубы, как и обеденный салон первого класса. Такое фантастическое внутреннее убранство обеспечило «Аквитании» прозвище «Ship Beautiful». Многие считали, что внешний вид «Аквитании» исключительно хорош и приятен для глаз, но были люди и с противоположным мнением. Например, Джон Макстон Грэм говорил, что у «Аквитании» по сравнению с «Олимпиком» была слишком громоздкая и большая надстройка, из-за чего судно выглядело угловатым и неуклюжим. К началу Первой мировой войны «Аквитания» совершила лишь несколько трансатлантических рейсов между Саутгемптоном и Нью-Йорком. «Аквитания» была призвана на службу как единица Королевского флота. Сначала она использовалась как вооруженный коммерческий крейсер. Этот вариант оказался неудачным, поскольку она расходовала много топлива. Затем она была преобразована в транспортное судно. Ближе к концу войны она вновь сменила род деятельности. Теперь ее использовали в качестве госпитального судна. Одной из многих ее обязанностей в этом облике являлась служба в Средиземноморье наряду с последним и наибольшим судном White Star Line – «Британиком». Вскоре ситуация в Средиземноморье стала спокойнее, и надобность в кораблях-госпиталях отпала. Единственным госпитальным судном, оставшимся в Средиземноморье, был «Британик», а «Аквитания» вместе с «Мавританией» были переведены в разряд транспортных кораблей. Военные действия закончились в 1918 году, Германия и Австрия подписали безоговорочную капитуляцию в Версале. Наконец, «Аквитания» могла вернуться к коммерческим рейсам, для которых и была предназначена. Компания Cunard Line потеряла 22 судна в ходе военных действий, среди которых была «Лузитания», погибшая в результате атаки немецкой подводной лодки 7 мая 1915 года. Сначала компания Cunard Line намеревалась заполнить место «Лузитании» лайнером «Юстиция» СС «Юстиция» компании Holland America Line, но вскоре поступило более заманчивое предложение. По мирному договору, подписанному в Версале, Германия должна была выплатить контрибуцию. Она состояла в предоставлении коммерческого тоннажа победившим государствам. Благодаря этому собственностью Cunard Line стал 50-тонный лайнер компании Хейпек Император. Он сразу же был переименован в Беренгарию и перекрашен в ливрею Cunard Line.
Позднее Мавритания, Аквитания и Беренгария стали известны как Большая Тройка. Так же, как и многие другие суда, Аквитания была переведена на жидкое топливо вместо угля. Это несколько улучшило ее работу, и несколько раз ей удалось развить скорость в 24 узла. Во время ремонта ее мостик был изменен на еще более неуклюжий. Команда жаловалась, что старый мостик расположен слишком низко, и они не могут должным образом следить за тем, что происходит перед носом. Новый мостик был построен на крыше старого. Времена становились все лучше, и Аквитания превратилась в один из самых прибыльных океанских лайнеров за всю историю. Теперь много денег поступало от аристократов, политиков и кинозвезд. Аквитания стала их любимицей, а 1920-е стали одним из самых прибыльных периодов в истории океанских путешествий. В 1929 году произошел крах на Уолл-стрит в Нью-Йорке. Положение стало столь катастрофичным, что миллионеры накладывали на себя руки. Кризис рано или поздно затрагивал всех. Океанским лайнерам также не удалось избежать проблем. Лишь немногие теперь могли позволить себе дорогой рейс через океан. На лайнерах, которые раньше были заполнены пассажирами, теперь было больше членов команды, чем пассажиров. Тогда компания Cunard Line стала отправлять Аквитанию в дешевые круизы по Средиземноморью. Такие круизы пользовались успехом. Особенно среди американцев, которые ходили в хмельные круизы, избегая запрета на алкоголь, действовавшего у них на родине. У компании White Star Line тоже было много проблем, а в середине 30-х и Cunard Line начала испытывать трудности. Компания Cunard Line отчаянно нуждалась в помощи, поскольку началось строительство 80-тысячтонного судна, будущей королевы Мэри, конкурента французской Нормандии. Компания в очередной раз обратилась к британскому правительству за помощью, точно так же, как они сделали, когда собирались строить Лузитанию и Мавританию. На сей раз правительство потребовало, чтобы компания Cunard Line объединилась с White Star Line. Компания White Star Line строила круизный лайнер «Океаник», конкурента судна Нормандии и будущей Queen Mary, но экономические проблемы задели компанию слишком сильно, и они должны были оставить проект. Компания White Star Line рассматривала возможность участия в строительстве Queen Mary и присоединения к Cunard Line. После переговоров появилось новое пароходство – Cunard White Star Line. Компания Cunard Line имела 62% акций. Это означало, что у Аквитании внезапно появилось еще 3 компаньона. Большая тройка White Star Line, Majestic, Olympic и Gameric теперь сотрудничали с большой тройкой Cunard Line, Беренгарией, Аквитанией и Мавританией. Но вскоре было решено послать большую часть старых судов на свалку. Стареющий Адриатик совершил несколько рейсов в 1934 году, прежде чем его послали в Японию на слом. Вскоре после этого любимая всеми Мавритания покинула Саутгемптон в последний раз, так же как Гомерик, а позже Олимпик и Маджестик. Аквитанию планировали сохранить до введения в эксплуатацию сестры Queen Мэри Queen и Элизабет в 1940 году. 10 апреля 1935 года произошел неприятный инцидент. На пути в Саутгемптон из средиземноморского круиза Аквитания села на мель и застряла там на 26 часов. Во время следующего прилива с помощью 10 буксиров лайнер был освобожден. Аквитания практически не пострадала и очень скоро вернулась в строй. Планы компании Cunard Line по сохранению Аквитании до 1940 года рухнули с началом Второй мировой войны. Наряду с выдающимися судами, такими как Queen Mary, Queen и Elizabeth, Нормандия и Иль-де-Франс, Аквитания присоединилась к Королевскому британскому флоту для того, чтобы сражаться с врагом. В Нью-Йорке у пирса стояла на приколе Иль-де-Франс и Нормандия.
Queen Mary и Аквитания, и голубой ленты Атлантики лайнер компании Italia Line Rex все предназначены для военного использования. Во время войны Аквитания блестяще выполняла свои обязанности. Когда Германия капитулировала в 1945 году, для лайнеров война еще не закончилась. Прежде чем они вернулись к своей коммерческой деятельности, они должны были транспортировать войска обратно. Для Аквитании это длилось до 1948 года, когда она была возвращена Cunard Line. В 1948 году судно было передано компании Cunard White Star после завершения боевой службы. Оно было переоборудовано для обслуживания пассажиров. Затем она использовалась для перевозки военных невест и их детей в Канаду по чартеру канадского правительства. Эта последняя услуга вызвала особую любовь к Аквитании в Галифаксе, Новая Шотландия, порту высадки для этих иммиграционных рейсов. По завершении этой задачи в декабре 1949 года Аквитания была выведена из эксплуатации, когда судовой сертификат торговой палаты не был возобновлен, так как состояние корабля ухудшилось, а приведение его в соответствие с новыми стандартами безопасности было бы слишком затратно, а именно правила пожарного кодекса. Палубы протекали в ненастную погоду. Переборки и воронки проржавели до такой степени, что в них можно было просунуть палец. Пианино провалилось через крышу одной из столовых с верхней палубы во время корпоративного обеда на корабле. Это означало конец Аквитания оперативной жизни. Судно было списано и продано British Iron and Steel Corporation на металлолом за 125 тысяч фунтов стерлингов в 1950 году в Фаслене в Шотландии. На демонтаж потребовался почти год. На этом закончилась блестящая карьера, которая включала в себя плавание на 3 миллиона миль за 450 круговых рейсов. Аквитания перевезла 1 миллион 200 тысяч пассажиров за активную морскую карьеру, длившуюся почти 36 лет, что сделало ее самым продолжительным лайнером-экспрессом 20 века. Аквитания была единственным крупным лайнером и самым большим коммерческим судном, участвовавшим в обеих мировых войнах. Он также был последним пассажирским судном с 4 трубами, которое было отправлено на слом. Колесо корабля и детальная масштабная модель Аквитании можно увидеть на выставке Cunard в Морском музее Атлантики в Галифаксе. За 35 лет службы Аквитания проплыла более 3 миллионов миль. Не считая одного или двух первых пароходов Allan Line, ни один другой корабль не служил так долго в единоличном владении.